Дорогие друзья, всем привет! Рад, что вы на моем канале Food Court. И сегодня я приготовил для вас особенный рецепт. Это свиная шейка. Шейная часть, приготовленная по особому специальному рецепту. Такая себе пряная буженина. У меня на канале есть рецепт буженины, приготовленной из свиной шеи, но там я использовал немножко другие технологии. Если вы уже подписаны на мой канал, то точно знаете, что я являюсь фанатичным адептом секты свидетелей сувида. И то, что может сделать сувид с мясом, для меня это не открытие. В этом рецепте я использовал очень интересную технологию, которой хочу поделиться с вами. Мясо по этому рецепту получается невероятной консистенции, невероятного вкуса. Набор специй, который я использую, это то, что я сделал для себя. И в этом видео хочу поделиться с вами этим рецептом. Вам только необходимо досмотреть это видео до конца. Не забудь поставить лайк и подписаться на канал. Смотрите, какую красоту вы можете приготовить дома своими руками. Я уже много лет использую технологию сувид у себя на кухне, но этот результат меня просто поразил. Итак, друзья, давайте начнем готовить. Вот такой кусок свиного шейка оказался у меня в руках. 2 килограмма 200 грамм. Мясо уже выдержанное. Я его покупал в специализированном мясном магазине. Оно упаковано в формовочную сетку, хорошо выдержанное. И теперь я это мясо буду готовить к предварительному посолу. Предварительный посол я буду делать методом шприцевания. Посол методом шприцевания – это очень надежный способ качественно просолить любое изделие. Как правило, его используют для посола изделий с костью, но я очень часто использую именно шприцевание для посола цельномышечных кусков такого большого размера. Для шприцевания я готовлю стандартный рассол. 10% воды на вес мяса и беру 20 грамм соли на вес мяса плюс вес воды. И плюс к соли я добавляю 1 грамм сахара. Поскольку тепловую обработку этого изделия я планирую провести в сувид на низкой температуре, я беру нитритную соль с содержанием нитрита натрия 0,6% пополам с обычной поваренной. Соль я развожу в обычной кипяченой воде комнатной температуры. Вот такой у меня есть инъектор. Вот такая игла, там 2 отверстия. Это, в принципе, обычный кулинарный шприц с инъектором иглой, специально для шприцевания мясных изделий. Объем такого шприца у меня 50 мл. И вот такими последовательными равномерными движениями под углом 45 градусов я просто обкалываю весь этот кусок, стараясь равномерно подать рассол в центр этого куска мяса. Процедура такая забавная, занимает некоторое время, но это того стоит. Этот способ гарантия того, что вы никогда не получите непросоленные изделия. После завершения шприцевания я поместил свиной ошеек прямо в формовочной сетке. Я запаял это все в вакуумный пакет, откачал воздух, и теперь я отправлю это все на 7 суток в холодильник. 7 суток посола. Вот такой цвет у него получился. Прекрасный. Значит, что я сейчас сделаю? Сейчас я его вскрою. Уберу влагу. И на пару часов буду его отеплять и обсушивать. Затем я отправлю его на холодное копчение. В этот раз я хочу сделать следующим образом. Сначала я его закопчу, потом обработаю яйцами, упакую в вакуум и проведу тепловую обработку. Сувид на режиме 57 градусов 24 часа. Затея в том, чтобы копчение впиталось в мясо в процессе тепловой обработки, и потом в процессе стабилизации мы получим копчено-вареный продукт. Вот посмотрите, друзья, так выглядит свиной шеек после 7 суток предварительного посола методом шприцевания. Я бумажной салфеткой просто убрал лишнюю влагу. Теперь я в течение
часа-полутора, наверное, его оттеплю до комнатной температуры, чтобы поверхность его подсохла. И после этого отправлю в коптильную камеру на холодное копчение. Буду коптить холодным дымом при температуре 26-28 градусов в течение 5-6 часов. Итак, друзья, прошло 5 часов, мясо подкоптилось на холодном дыму, температура была чуть выше, наверное, градусов 30, на улице очень жарко, и теперь оно готово к тепловой обработке. По поводу холодного копчения, чтобы вас задерживать, у меня на канале есть отдельное видео, где вы можете подробно ознакомиться то, как это делаю я. Сейчас в правом верхнем углу появится ссылочка, нажав на которую вы сможете посмотреть это видео. А теперь сразу после копчения, еще на теплое изделие, я вношу специи. Я не проветривал свиной ошеек после копчения. Я взял растительное масло 50 мл, разогрел его до температуры, наверное, 45-50 градусов и заварил там набор специй. В состав этих специй я поместил паприку красную сладкую, кориандр, чеснок сухой, перец черный молотый, кардамон, паприку острую чуть-чуть добавил для остроты, мускат молотый и чаман пожитник. Вы можете подобрать свой набор специй. Точную граммовку этого набора специй я укажу в описании под этим видео. И после того, как растительное масло со специями у меня остыло, я тщательно натираю свиной ошеек этим набором специй. После того, как я внес специи, изделие обернул коллагеновой пленкой. Коллаген пищевой, съедобный материал. Я плотно скрутил изделие, придал ему форму и еще раз сверху обтянул пищевой стрейчевой пленкой. Поскольку я убрал фарбовочную сетку, вот таким образом, 2 раза упаковав изделие, я придал ему вот ту форму, которую я бы хотел получить в результате. Ну и после этого я упаковал полностью уже всю упакованную свиную шею со специями после копчения в вакуумный пакет, и теперь она отправится в сous-вид на тепловую обработку при температуре 57 градусов на 24 часа. Именно на таком температурном режиме при таком длительном времени тепловой обработки я хочу получить эффект проникновения в структуру мяса, именно от вкуса копчения и специй. Итак, друзья, после 24 часов тепловой обработки я поместил изделие в холодную воду, охладил и под небольшим прессом отправил в холодильник на 12 часов. И вот теперь мы можем познакомиться с результатом. За 12 часов в холодильнике мясо стабилизировалось, консистенция такая плотная. Я вскрыл пакет, убрал фарбовочную пленку, и теперь самый волнительный момент. Запах стоит невероятный. Цель всех этих танцев с бубном вокруг кусочка мяса свиной шеи была затеяна ради того, чтобы получить эффект проникновения вкуса копчения и специй в структуру мяса в процессе тепловой обработки. Посмотрите, друзья, какая красота! Что такое сous-вид и что такое посол методом шприцевания? Прекрасный цвет, нитритная соль сработала. Лишние специи я убрал салфеткой. Изделие плотное, температурный режим 57 градусов, за 24 часа сделал свое дело. А вот теперь я хочу отрезать именно так, чтобы попробовать именно саму серединку мяса. Мясо нежное, расходится на волокна. За 24 часа коллаген разошелся. Ну что я вам скажу, вкус божественный, мягкий аромат копчения присутствует именно внутри структуры мяса.
И аромат специй то же самое. Вот такое прекрасное изделие вы можете приготовить дома своими руками и порадовать своих родных и близких. Такой деликатес может быть украшением любого праздничного стола. Ну и в итоге, нарезав готовое изделие на порционные куски, где-то по 400-450 грамм, я это все упаковал в вакуум. Теперь оно отправится в холодильник на стабилизацию. Оно еще больше будет набирать вкуса. Ну и какую-то часть даже можно заморозить. В вакууме оно может храниться 90 дней без проблем. И после щадящей разморозки оно будет абсолютно как свежее. На этом, друзья, я завершу свое короткое повествование. Если у вас остались вопросы, смело пишите мне в комментариях. Я с радостью на них отвечу. Друзья, если вам понравился этот рецепт, если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк. Подписывайтесь на канал. Оставайтесь на фудкорте. Вас ждет много вкусных и интересных рецептов.